Здравствуйте! Скоро наступит весна. Весна у нас не за горами, и поэтому мы хотим, чтобы наши комнатные растения пышно и красиво цвели. Если вы успели за зимнее время нарастить хорошую корневую систему, а также листовую массу, то пришла пора именно стимулировать наши комнатные растения на цветение. Цвести они будут пышно, красиво, если их именно стимулировать. Без стимуляции комнатные цветы будут цвести неохотно, шапки будут мелкие, цветочки будут скудные и некрасивые. Да, будет цветение, но примерно ближе к лету, когда будет естественное освещение. Но если у вас дома есть фитолампы и вы контролируете освещение для ваших комнатных растений, то можно цветения добиться уже в феврале. Сегодня я вам расскажу про 5 эффективных подкормок именно для цветения. Выбирайте любую, какая вам понравится, либо какая у вас есть дома, и стимулируйте ваши комнатные цветы на красивое пышное цветение. Эти подкормки я применяю уже давным-давно, поэтому могу смело сказать, что они работают. Даже маленькие каланхои с августа месяца цветут уже 3-й раз. То есть цветут они не переставая, постоянно выпускают новые бутоны и цветочки. Цветут красивыми шапками, именно зимой. Очень красиво смотрится, прям глаз не оторвать. Каланхои просто постоянно набирают бутоны, а также пеларгония набирает бутоны, и даже маленькие черенки также цветут. Кто смотрел ранее мои видео, была массовая пересадка около 40 пеларгоний. Это было в январе, в начале января в среднем. И, конечно, они уже подросли. Я вам покажу парочку гераний, которые именно уже нарастили листовую массу, которые были очень маленькие. И именно их мы сегодня будем стимулировать на пышное красивое цветение. Итак, давайте приступим. Первая подкормка, которую я буду применять, это именно комплексное минеральное удобрение. Оно именно длительного действия для цветущих растений. Оно обеспечивает растения полноценным питанием, а также бережно взаимодействует с корневой системой. Если вы будете пересаживать, и можно подсыпать прямо в грунт и пересаживать корнями, задевая данное удобрение, ожога никакого не будет. Данная подкормка эффективно действует примерно 3-4 месяца, то есть можно подсыпать один раз и далее не беспокоиться о подкормках. На большой горшок нужно примерно 3-5 грамм данной подкормки. Я подсыпаю что в большой горшок, что в маленький, примерно чайную ложку. Это делаю для того, чтобы сравнить, как будет работать подкормка. Если подсыпать чуть больше, какой будет от этого эффект. Это комплексное удобрение увеличивает количество бутонов и придает соцветиям яркие насыщенные цвета, а также продлевает цветение и способствует здоровому росту и развитию растения. Очень много аналогов данного удобрения, что дорогих и что простых. Выбирайте любое. И следующее будет удобрение именно для цветущих, это агрикола. Применяю ее постоянно именно для цветущих растений, такие как герань, калахоя, анториум. Агрикола просто универсальное комплексное удобрение, которое содержит микроэлементы азот, фосфор и калий, а также бор, медь и цинк. И, конечно же, стимуляторы роста гуматы, где не менее 0,2%. Это концентрированное жидкое комплексное удобрение, которое содержит именно макро- и микроэлементы в том количестве, которое нужно для цветения наших растений. Применять его можно как для домашних растений, так и для садовых. Оно увеличивает количество бутонов и способствует интенсивному длительному цветению. Я поливаю им комнатные растения, так как они сейчас начинают активно набирать цвет, и буду продлевать цветение именно данными подкормками. Для корневой подкормки нам понадобится 10 мл препарата на 1 литр воды. Здесь у меня 1,5 литра воды, поэтому я беру чуть больше. Нужно поливать один раз в 7 дней, курсом примерно 3-4 раза. Агрикола просто идеально именно для цветущих растений, всем рекомендую. И следующая подкормка, которую я всегда применяю, это монокалий фосфат. Монокалий фосфат я использую даже для маленьких черенков, именно чтобы стимулировать на цветение, и чтобы увидеть цветение, как цветет пеларгония по сорту или нет. На 1 литр воды нам понадобится 1 грамм монокалия фосфат. Монокалий фосфат не имеет в составе вредных веществ, а также очень хорошо влияет на растение побегов у молодых растений. Быстро растворяется в воде и насыщает наше растение именно теми элементами, которые ему необходимы.
Монокалий фосфат применяю один раз в неделю, примерно курсом 4-5 раз, это не менее. Далее уже смотрите на состояние вашего растения. Перемешиваем вместе агриколу для цветущих и монокалий фосфат. Тем самым мы продлеваем цветение для тех, которые уже цветут, и, конечно же, стимулируем пеларгонии, которые еще не цветут. И еще один классный стимулятор для цветения, именно для комнатных цветов, именно вот такой вот баночки, как бы дозатор, который нужно будет отрезать и поставить цветок. Таким способом можно, конечно, и продлить цветение, а также стимулировать на цветение любой цветок. Это отличный стимулятор роста для комнатных цветов именно на бутонизацию. Это готовый раствор лактата хитозона и янтарной кислоты в необходимой пропорции и концентрации. Самое важное, что данная подкормка длительного действия, она капает понемногу, по чуть-чуть, именно в горшок, именно не задевая корневую систему. Применяется вот так вот, отрезаете кончик и вставляется в горшок примерно на 4-5 см от главного стебля. Получается, что ближе к краю горшка. И далее просто поливать с обычной комнатной температуры водой. Данная подкормка расходуется примерно в среднем до 14 дней. Все именно в зависимости от горшка, цветка и как вы поливаете. Стоимость данной подкормки невелика. Я покупала ее в обычном садовом магазине за 50 рублей. То есть за 50 рублей один горшок, и можно больше к нему не прикасаться с какими-то либо подкормками. И просто поливать обычной водой. И еще одна подкормка именно для цветения комнатных растений, что для герани, для антуриума и других, это аспаркам, источник калия и магния. Стоит он около 60 рублей в аптеке, поэтому будет отличной альтернативой именно дорогим подкормкам. Применять аспаркам можно по-разному, как растолочь 2-3 таблетки в литре воды и поливать это для стимуляции цветения. Для поддержания калия и магния в почве достаточно 1 таблетки на литр. Но я буду использовать для стимуляции цветения, именно подкладывать в грунт. Берем 1 таблетку, прикапываем в грунт, немножко углубляем и закапываем. И также с другой стороны я добавляю 1 таблетку. Этого будет достаточно. 2 таблетки на 2 литра грунта вполне будет достаточно. А на сегодня это все. Заходите на мой канал, смотрите другие видео, как стимулируют на цветение. Также у меня есть и биококтейли для цветения, и для наращивания корневой системы. А также очень много видео про герань, пеларгонии и антуриум. Выбирайте ту подкормку, которая понадобится именно вашему цветку. Смотрите на состояние вашего цветка. Всем спасибо и до свидания.